Кораблекрушение плавучей базы Александр Обухов. Судно «Александр Обухов» – это советская рыбоконсервная плавучая база, предназначенная для приема свежевыловленных объектов промысла, рыбы, крабов и креветок от добывающих промысловых судов с целью дальнейшей переработки в консервную продукцию, рыбную муку и жир, а также последующей доставки готовой продукции в порт. Судно «Александр Обухов» был построен как краболов на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, СССР, в 1962 году и затонул 4 мая 1982 года в порту Владивосток. Длина судна «Александр Обухов» 190 метров. Ширина 20 метров, экипаж судна составляет 720 человек. В 1981 году судно было переоборудовано под выпуск рыбных консервов. 4 мая 1982 года в бухте Золотой Рог города Владивосток судно потеряло остойчивость и резко опрокинулось на бок возле пирса. За год до аварии судно «Александр Обухов» ремонтировался на Дальзаводе. Дальзавод – российское судостроительное и судоремонтное предприятие, находящееся в городе Владивосток на северном побережье бухты Золотой Рог. Одним из объектов ремонта являлись трубы системы пожаротушения, протянутые по всему судну. На участке трубы, расположенном в 4-м трюме, была установлена заглушка из материала, плохо противостоящего воздействию морской воды. Через некоторое время заглушка раскрылась, и пожарные насосы судна стали закачивать забортную воду в трюм. В результате в трюме оказалось порядка 560 тонн воды. Утром 3 мая 1982 года механик, сдавая вахту, заявил, что при крене более 3 градусов на любой борт судно заваливается. В это утро из донных танков на судно подняли наверх 210 тонн мазута. Расчетов остойчивости при этом не производилось. Также на судне бездействовали мерительные трубки, и объем сточных вод в танках был неизвестен. В 22 часа 15 минут судно самопроизвольно перевалилось с 3 градусов левого на 6 градусов правого борта. В 22 часа 40 минут второй механик доложил на мостик, что при попытках подравнивания судно не держалось на ровном киле и в результате завалилось на 10 градусов левого борта. Около 2 часов 30 минут ночи судно «Александр Обухов» начал черпать воду нижним ярусом иллюминаторов. Судно находилось в опасном положении, но экипаж не предпринимал должных мер. Даже иллюминаторы никто не закрыл. Далее на протяжении нескольких часов плавбаза продолжала заваливаться со все увеличивающейся амплитудой, пока в 2 часа 55 минут 4 мая не накренилась на 35 градусов левого борта. К этому моменту в судно уже вовсю поступала забортная вода через открытые иллюминаторы нижней палубы. Процесс принял необратимый характер, когда из-за большого количества воды отказала система спрямления судна. Второй механик стал закачивать воду в качестве балласта в одно из помещений для жидкого груза. Но ничего не помогло, и судно резко опрокинулось и уперлось мачтами в грунт. Если бы в том месте не было мелко, то оно бы перевернулось вверх килем, похоронив всех, кто находился на борту. По официальным данным, на судне «Александр Обухов» погибло от 9 до 12 человек. По неофициальным слухам, разошедшимся во Владивостоке, от 100 до 1200 человек. Работы по подъему судна продолжались почти 9 месяцев. Водолазы извлекали из затопленных кают и коридоров тела погибших. Заваривали и закрывали отверстия, герметизировали корпус, откачивали воду. После подъема судно было отбуксировано в Дальзавод. Восстановление его после обследования комиссией было признано нецелесообразным. Судно отбуксировали на слом и разделали в 1986 году. Причиной считается повреждение заглушки в системе пожаротушения 4-го трюма, в результате чего в трюм попало большое количество воды. Появился крен,
причину которого не выяснили и начали балластные операции для устранения крена. Забортная вода начала проникать внутрь судна через незакрытые иллюминаторы нижнего яруса. Через некоторое время судно опрокинулось. Капитан и второй механик получили тюремные сроки, а плавбазу после поднятия отправили на металлолом.